Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Думаю, многие любят лапшу, да еще на бульоне от домашней курочки. Существует несколько рецептов приготовления теста для домашней лапши. Ее готовят исключительно на желтках, на целых яйцах, с добавлением холодной кипяченой воды, молока, растительного или сливочного масла. А я хочу поделиться с вами еще одним замечательным рецептом, которому 30 лет назад меня научила технолог хлебокомбината. Из этого же теста я готовлю в качестве гарнира домашнюю пасту. Итак, приступим. Даю пропорцию из расчета на 2 яйца. В чашу вбиваем 2 крупных яйца, всыпаем четверть чайной ложки соли и вливаем полную столовую ложку водки. Все хорошо разбалтываем и в зависимости от величины яиц постепенно вмешиваем 200-220 граммов просеянной муки. Собираем со стенок чаши все крошки и, приложив максимум усилий, замешиваем очень тугое тесто. Вам будет казаться, что оно уже не вбирает муку, но вы продолжайте его вымешивать. Со временем тесто станет более эластичным. Если вам трудно сделать это в один прием, накройте тесто миской или пленкой и оставьте его отдохнуть минут на 10, чтобы клейковина муки расслабилась, и тогда снова продолжайте замес. После отдыха тесто становится гораздо мягче, но все еще достаточно плотным. Снова его замешиваем до эластичности. Можно дать ему еще отдохнуть несколько минут, а можно сразу раскатывать. Это уже на ваше усмотрение. Процесс раскатывания, как и замешивания теста для лапши, это физически трудоемкий процесс, но результат вас приятно порадует. При необходимости подпыляем стол мукой и раскатываем этот кусочек теста в пласт толщиной от полмиллиметра до 1 миллиметра. Если вам трудно сразу раскатывать пласт теста такого диаметра, предварительно разделите кусочек теста на 2 части и каждую отдельно раскатайте. Так будет легче и проще. А если вы обладательница тонкой и длинной скалки, то этот процесс вообще значительно упрощается. Но у меня, к сожалению, такой нет, я обхожусь обычной скалкой. Тонко раскатанное тесто оставляем на столе минут на 10-15, чтобы оно слегка подсохло. За это время не забудьте перевернуть его на другую сторону. Теперь есть несколько вариантов его использования. Нарезать пласт на полосы шириной 4-5 см, а затем поперек соломкой необходимой ширины. Для приготовления домашней лазаньи разрезать раскатанное тесто на прямоугольники, размер которых соответствует вашей форме для запекания. Или поступить следующим образом, как обычно это делаю я. Хорошо присыпаем подсохшее тесто мукой и, не сильно его прижимая, сворачиваем в трубочку. Если она получилась длинная, разрежьте ее на 2 части. Теперь режем саму лапшу. За счет того, что тесто подсохло и хорошо пересыпано мукой, готовая лапша легко нарезается и не слипается между собой. Любите длинную лапшу? Режьте строго поперек трубочки. Я нарезаю немного под углом, чтобы она не была настолько длинной. Именно для приготовления супа лапши по-домашнему я предпочитаю нарезать максимально тонкую соломку из теста, что называется паутинку. А если планируете приготовить пасту в качестве гарнира, то свернутое в трубочку тесто нарезаем строго поперек полосками шириной от 5 до 8 мм, затем разворачиваем по всей длине, можно свернуть их гнездами и дать немного подсохнуть или сразу отварить и подать к столу. Хранить лапшу и пасту домашнего приготовления можно в свежем виде в холодильнике в течение недели, завернув ее в пищевую пленку, или в морозильной камере в течение 2 месяцев. Но я, как правило, раскладываю ее на подносы и сушу при комнатной температуре 2 суток, а затем складываю в коробку или бумажный пакет и храню в кухонном шкафу или кладовке. Тоненькая лапша для супа, приготовленная по этому рецепту, варится всего 1 минуту. Получается очень вкусная, крепкая и не раскисает в бульоне. А для приготовления пасты на гарнир ее нужно отварить в кипящей подсоленной воде всего 2 минуты. Слить, заправить маслом или соусом и можно подавать на стол. Итак, друзья, я показала вам свой проверенный десятилетиями рецепт домашней лапши. И очень надеюсь, что вам он тоже понравится и придется по вкусу. Готовьте с удовольствием, и пусть ваши близкие будут сыты и довольны. Желаю всем приятного аппетита. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и делитесь ими с друзьями. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал Коллекция рецептов, непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть плейлист теста
а также сладкая и несладкая выпечка. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. Впереди вас ждет много интересных и вкусных рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!